Южноафриканскому судну Seafarer, принадлежавшему компании South African Marine Corporation Limited, оставалось преодолеть около 80 миль до Кейптауна, завершая путь из Глазго 30 июня 1966 года. Командир судна планировал причалить до темноты, заверив пассажиров в скором прибытии. Однако внезапно разразившийся ураган нарушил эти планы. В заливе Тейбл-Бэй разбушевался шторм с мощным северо-западным ветром и проливным дождем, скрывшим береговую линию. Волны яростно обрушивались на палубу судна. Достигнув рейда Кейптауна ночью 1 июля, Seafarer запросил разрешение на вход в гавань. Портовые власти отказали из-за неблагоприятных погодных условий до следующего дня. Капитан решил переждать непогоду на якорной стоянке в заливе вместо выхода в открытое море. Это решение оказалось роковым. Якоря не удерживали судно, и его начало сносить к берегу. Seafarer пытался лавировать между материком и островом Робин, известными своими опасными подводными скалами, особенно у мыса Гринпойнт. Около 3 часов ночи проезжающий автомобилист заметил ярко освещенное судно у береговой линии. Вскоре огни погасли, и взвелась сигнальная ракета. Прибывшие спасатели не могли приблизиться к терпящему бедствие кораблю из-за штормовых условий. Вертолету удалось подать буксирный трос, но он оборвался при попытке снять судно с мели. Ситуация стремительно ухудшалась. Нос застрял на скалах, машинное отделение затопило, держалась на плаву только корма. Люди укрылись в верхней части настройки. Через час корма обломилась и затонула вместе с грузом шотландского виски. 3 вертолета за 2,5 часа эвакуировали всех 76 человек, включая младенца. После эвакуации капитана судно переломилось, и на отколовшейся части вспыхнул пожар. На берег выбросила часть груза и погибших морских обитателей, отравленных вытекшими химикатами. Особую опасность представляли бочки с тетраэтилом свинца во 2-м трюме. Территорию оцепили, но, к счастью, выброшенные на берег бочки остались целыми. Остатки судна были уничтожены волнами. Причиной катастрофы стал отказ двигателя во время маневрирования в прибрежных водах. Судно потеряло управление и было выброшено на скалы, где разрушилось под воздействием шторма. Подобные происшествия случаются регулярно, как показывает пример американского судна Northeastern Victory, разломившегося на меле Goodwin Sands, где капитан покончил с собой, опасаясь ответственности. В течение 1966 года еще 7 крупных судов постигла схожая судьба. В начале года норвежское судно «Тирана», построенное в 1952 году, перевозившее концентрат из Мурманска в Росток, село на мель близ Тромсё. Штормовые волны быстро разрушили корабль, сначала оторвав и утопив корму, а затем уничтожив остальную часть судна. В середине сентября английский пароход «Агест Мун» 1943 года постройки, принадлежавший гонконгской компании, перевозил железную руду из Калькутты в Иокогаму. Судно напоролось на риф у острова Пратос во время сильного шторма. Экипаж успели эвакуировать вертолетом до того, как корабль разломился. Ноябрьские штормы стали роковыми для 2 судов у Мадрасской бухты. 3 числа разломился либерийский пароход «Марихора» 1940 года постройки при ураганном ветре 30 метров в секунду. На следующий день панамское судно «Прогресс» 1943 года постройки, следовавшее из Калькутты в Мадрас, несмотря на работающие двигатели и отданные якоря, было выброшено на мель. За менее чем 12 часов волны разрушили корабль. Спасательные шлюпки спустить не удалось, и в катастрофе погибло 17 человек. Оба судна шли в балласте и из-за возраста имели значительный износ корпуса. В том же месяце панамский пароход «Ипапанти», перевозивший кокс из Тайна в Лиссабон, сел на мель недалеко от английского побережья. Экипаж успел эвакуироваться на шлюпках до того, как шторм разломил судно. Греческий флот особенно подвержен таким авариям из-за преобладания старых судов.
К концу 1965 года Греция эксплуатировала около 860 кораблей, многие из которых были построены во время войны, включая суда типа «Либерти» из резервного флота США. Значительная часть греческих судов была зарегистрирована под удобными флагами Либерии, Панамы и Гондураса. Медленное обновление флота приводило к тому, что суда эксплуатировались до первой серьезной аварии, что подтверждается 2 ноябрьскими катастрофами 1966 года. Греческое судно «Элени» 1943 года постройки, зарегистрированное в Панаме, потерпело крушение в начале месяца. Выйдя из порта Тевинард с 8000 тонн зерна для Порт-Линкольна, оно село на мель в штормовую погоду и разломилось. Экипаж спасся, но владелец отказался от попыток спасения судна. В тот же период другое греческое судно «Тиген», также 1943 года постройки и под панамским флагом, принадлежавшее компании «Санта-Калиопе», разбилось о скалы Систер-Рокс близ банки Самбра, не дойдя до канадского Галифакса. После затопления трюмов и потери руля судно разломилось, но команду успели эвакуировать суда береговой охраны. Анализ подобных происшествий морскими судами показывает, что посадки на мель чаще всего случаются при плохой видимости из-за ошибок экипажа или неправильного использования навигационного оборудования. Для предотвращения таких инцидентов особое внимание уделялось своевременному информированию о погодных условиях. Лондонская конвенция 1960 года по безопасности на море установила новые правила обмена метеосводками между судами и береговыми станциями, особенно в отношении циклонов и их траекторий. Точное прогнозирование погодных условий и изучение поведения судов в шторм стало приоритетным направлением исследований в США, Великобритании, Японии и других странах. Научные центры разрабатывают долгосрочные прогнозы погоды, карты волнения, исследуют влияние волн на скорость различных типов судов. Особое внимание уделяется выбору оптимальных маршрутов с учетом возможных штормов и ураганов. Поскольку штормовые условия существенно снижают скорость судов, развитие систем прогнозирования погоды, оптимизация маршрутов и повышение безопасности мореплавания не только защищают человеческие жизни, но и способствуют значительному сокращению морских аварий и катастроф.